Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Протокол вскрытия 1286. Труп по делу 1286 принадлежал сравнительно молодому мужчине. На вид лет 40, по паспорту вообще 35. Когда-то это был весьма преуспевающий человек с высшим образованием и, казалось бы, лучезарным будущим. После института парень женился на провинциалочке, которая, по словам его родителей, испортила сыну жизнь. Да и вообще, вышло это особо не по любви, а исключительно из-за квартиры и будущего социального статуса сынка. Совратила, с пути сбила, пустила под откос, а потом вообще убила. Физически. Стерва. Гадина. Пользуясь беспомощным состоянием мужа, била его по голове до смерти. Да таких вообще расстреливать мало. Это не мое мнение. Это родительское мнение, которое они следователю высказали. Мое мнение диаметрально противоположное. Бедная женщина, а собаке собачья смерть. Жена. Пришлось мне эту женщину осматривать. И детей ее. Ну, с мужем понятно. Его я рассмотрю основательней всех. Не только снаружи, но и изнутри. Так вот, по экспертной оценке, женщина эта подвергалась бесчисленным издевательствам. Взять хотя бы сигаретные ожоги на коже. Сама не курит. А синяков на ее теле немерено. И все в разных стадиях. Помните советские деньги? Желтые рубли, зеленые трешки, синие пятерки и красные червонцы. Синяк те же стадии проходит, только в обратном порядке, от червонца до рубля. Через всю цветовую гамму. Осмотрел я тело той женщины, точно банкнотами обклеено. Тяжело ей пришлось в семейной жизни. Получалось чуть ли не ежедневное избиение. Ну и характер повреждения некоторых зубов, шрамы щек, старые и не очень переломы ребер, что высветились на рентгене, говорили о серьезности воспитательной работы со стороны мужа. Бил он ее сильно и часто. Нужен вагинальный осмотр. Не удивляйтесь, мы еще чуть-чуть гинекологи. Правда, плохие. Туда смотреть смотрим, но ничего там не делаем. В смысле, не лечим. Так вот, видим там надрывы и осаднения. И не только влагалища, но и ануса. Любящий муж регулярно насилует свою жену во все дырки. Вот как это называется. Да, тетя, похоже, жила ты в аду. Жила, своего тирана не бросала. Садомазохистские пары, как ни странно, устойчивы. Таких чаще всего тюрьма или смерть разлучают. Очередь за детьми. Мальчику 7 лет, девочке 12. Первым смотрю мальчика. На запястьях рук небольшие потертости, красные линии. Похоже, ручки связывались. Нашел старый перелом ребра и рубцы на ягодицах. Пацану и розга знакома. Смотрим попочку. Тьфу, черт, верить неохота. Надрыв, трещина ануса. Рядом осаднение. Со смерти папочки часов 5 уже прошло. Зову самую молодую и красивую медсестру. Мальчик, а ты сегодня какал? Нет? Хорошо. Тете надо тебе попу ваткой на палочке помазать. Ты не будешь плакать? Ну не плачь, ты же большой мальчик. Ну вот и все. Иди к тетеньке-милиционеру, она тебя отвезет в комнату, где много игрушек. Сержант, берите мальчика и закройте дверь. Так, что там у нас? Так и думал. Сперма. Тогда делайте смыв с папочкиного члена. Поищем среди засохших сперматозоидов спущенные эпителиальные клетки прямой кишки и ануса. Девочка. Ну, клок волос выдран, пара синяков. Опять же рубцы на ягодицах, свидетели старой и свежей порки. Тоже доставалось, хоть и меньше, чем братику. И на смотре держалась молодцом, пока я на кресло не повел. Там истерика случилась. Но не плачь, дядя не больно туда полезет. Хочешь, тетю позову, тетя тебя там трогать будет. Мне только посмотреть надо. Да нет, ты мне ничего не рассказывай. Ты того дядю-следователя помнишь?
Ты это все ему расскажи. Мне не надо. Мне посмотреть надо. А потом я напишу рекомендацию для детского психиатра. Ты с ним поговоришь, он тебе поможет. Ну вот и молодцом. Бери себе чистенькую подкладную и садись в это кресло. Да, как взрослая тетенька. Да, я опущу эти железки. Ты все же еще маленькая. Так удобно? Теперь посмотрим, что там творится. Так, сестра, пишите. Каринкули маленькие, старые. Дефлорировано более 2 лет назад. Надрыв свода передней трети, старый. Надрыв или надкус левой малой половой губы около месяца назад. Свежее осаднение на правой большой половой губе. Осаднение преддверия. Кровоподтек вокруг уретры, 2-3-дневный. Клитор набух. На уздечке мелкие кровоизлияния. Похоже, ущипнули. Давайте зеркало. Да куда такое? Маленькое давайте. И подержите в теплой воде. И так дитя от каждого прикосновения вздрагивает. Обязательно надо в протоколе отметить, что ребенок 12 лет по признакам полового и биологического развития соответствует 10-летнему. При изнасилованиях несовершеннолетних биологический возраст на суде важнее паспортного. Иная в 14 лет при таких делах умудряется удовольствие получить с приятными воспоминаниями. А иная и в 16 еще дитя, и выливается такой половой акт в тяжелую телесную и психическую травму. Ну вот и тепленькое маленькое зеркальце. Такое не страшное, введем во влагалище, совсем не больно. Ну что там? Не умеет еще девочка подмываться. Сперма старая, дня 1,5-2. Похоже, папа своих деток пользовал по очереди. Так, мазок. Ну-ка, свет поправьте. Надрыв свода влагалища над шейкой матки. Согласуется с осаднением преддверия влагалища, когда суют не по размеру большое и толстое. Все. Девочка, ты молодец. Только мы тебя сейчас в больницу направим. У тебя там ранка. Болит внизу. Как привыкла. И слушать не хочу. Надо тебе там малюсенький шовчик наложить. Это другой дядя сделает. Ну ладно. Хочешь, чтобы тетя? Попросим тетю. Сестричка, дайте ей пол-ампулу седуксена, успокойте девочку. Нет, не колите. Как мне потом эту дырку в вене объяснять? С ложечки, пополам с валерьянкой. Не хочу адвокатам повод давать. Они из-за мелочи судьям голову заморочить могут. И отвода заключения медэкспертизы не хочу. Хочу кучу смягчающих для ее мамы. Точнее, хочу оправдательного приговора. Но это из области сказок. Там убийство, пусть даже вынужденное. Да и свекровь все видела. Тогда хочешь не хочешь, а получается превышение допустимой самообороны. Хозяин. Номер 1286 собственной персоной. Прозектор, ты чего мылишься раньше времени? Прозектор – это помощник судмедэксперта. Типа как ассистент у хирурга. Но ассистирует он по-другому. Самую тяжелую работу вместо доктора делает. Хороший прозектор редок. Сам кожу разрежет, подсечет грудную клетку по реберным хрящам. Длинным секционным стилетом сунет изнутри в горло вокруг языка, по пути чиркнув вокруг диафрагмы и заднего прохода. Доктор, добро пожаловать! Весь органокомплекс от языка до ануса распластан перед вами на специальном столике рядом со освежеванным трупом. Ковыряйте на здоровье, изучайте в комфортных условиях. А как только мы что надо почикаем, прозектор все внутренности обратно в тело засунет. Уже как попало. Ну, сердце на место мочевого пузыря. Какая разница, все равно зашьем, не видно. Так вот, сейчас я внешний осмотр сделаю и позову Сережу. Сережа у нас лучший прозектор. Минутку рядом побуду, чтоб соотношение нетронутых органов в полостях посмотреть. А потом пойду чай пить. Через 10 минут вернусь на все готовое. Буду требуху резать по кусочку, уже долго, внимательно. Осмотр кожаных покровов. 1 синяк на левой скуле. И еще 1 на кумполе, на макушке головы. Со слов якобы все видевшей тещи, жена била мужа чугунной сковородкой, с чего он и умер. Подбой правой руки очень подходит. Значит, череп как пить дать, треснут. Ладно, это после чаепития. Что еще интересного? О, дырочки на венках.
Венки орубцованы и склерозированы. Так мы еще и наркотой баловались. Дырок относительно мало, а сосуды пожжены сильно. Похоже, не героиновый мальчик. Эфедрольно-винтовые венки. Похоже, нам возбуждающие препараты нравились. Понятно, откуда агрессия при абстиненции. Опиатный нарк обычно тихий. Чего еще на коже? Да ничего. Вот самый свежий след последнего укола. Кровь на амфетамины надо взять. Сережа, потроши, я отойду на 10 минут. Да, скальп на морду натяни, но череп не тронь. Там причина. Оставь пилу, сам вскрою. Серега несколько обиделся, вроде как не доверяю. Да доверяю, но били-то по голове, поэтому сам. Били бы ножом в сердце, вскрыл бы Серега голову. Так, ну вот и разрезали. Здоровый мочевой пузырь переполнен и сильно выступает из таза. Обычное для наркоманов дело. Все остальное выглядит нормально. Сережа, вытягивай требуху, а я пошел наверх. Свистнешь, если что интересное. Любовь Николаевна рулет с яблоками испекла, а наша санитарка баба Рита притащила здоровую банку своего клубничного варенья. Чаек сегодня что надо. Обещался на 10 минут, а сижу все 20. А писанины еще сколько. Ладно, милые женщины, спасибо за угощение, но пора работать. Так, мозги оставим напоследок. Сердце. Вроде слегка великовато для этого тела. 450 граммулек. Полнокровное. Сосудики ничего. Вероятно, стало в диастолу. Кровь жидкая, фибролиз прошел нормально. Так, что мы кушали? Макароны с рыбой. Дурацкое сочетание. В кишках ничего интересного. Почки, селезенка. Да, все в норме. Печень чуть-чуть увеличена от Ширева, но в принципе не больная. Похоже, дело в черепушке. Значит, придется его жене сидеть. Жалко тетку. Всю жизнь от мужа промучилась, а теперь детей потеряет, квартиру потеряет, да и жизнь свободную потеряет. Нормальному человеку на зоне разве жизнь? Ладно, чего сопли распустил? Твое дело экспертизу проводить, а кто прав, кто виноват, это судья решает. Откуда у бедной женщины деньги на адвоката, если муж наркоман? Не будет, значит, ей хорошей защиты. А свекор со свекровью уж за ее квартирку посражаются. А вот хрен вам. Не будет по-вашему, а будет по-честному. Нет, не подлог в экспертизе. Я сказал по-честному. Синяки-то на голове 4-дневные. Старые. Не могла его жена сегодня утром сковородкой бить. Значит, то, что свекровь следователю рассказала, лажа. Сегодня утром мужчинка со своим родным сыном половое удовлетворение получал. Это я знаю точно. Похоже, что его родная мать за этим занятием застукала. Стресс для мужчинки сильнейший, вот он мог и помереть. Эх, красиво сказка сказывается. Доказать это надо, причину смерти найти. Тем более, что сердце его в порядке. Так, с мягкими тканями головы покончено. Подрезаю скальп до лба и натягиваю его волосами вниз на рожу клиента. Потом на место пришьем, в гробу не видно будет. Беру маленькую острую циркулярную электропилу. Вжик вокруг черепа, и через минуту ларчик открылся. Аккуратно осматриваю толстые и тонкие мозговые оболочки. Под кумполом все нормально. И с самим кумполом все в порядке. Переломов или каких других повреждений нет. Хотя мозг излишне полнокровный. Вытаскиваем содержимое из ларчика, помоем под краном, взвесим. Стоп! Вот оно. Арахноидальная мембрана или паутинная оболочка основания мозга вся напитана кровью. То же самое и в основании мозга. А вот и наша смертушка. Хорошая смерть. Моя душа поет. А радостно мне, что мои нечеткие предположения подтвердились. Жена, точнее вдова, пойдет домой свободным человеком. Уголовное дело закроется сегодня-завтра. Свекор со свекровью пусть заткнутся, им ловить вообще нечего. Смерть естественная. В основании мозга имеется так называемая базальная артерия.
Употребление возбуждающих наркотиков типа кокаина или амфетаминов может резко повышать давление. Кровь распирает стенку сосуда. Тогда возникает аневризма, расширение на артерии. Просвет большой, а стеночка тонюсенькая. А где тонко, там и рвется. Застукала мама сыночка на пикантном моменте. У того давление подскочило, аневризма разорвалась. Кровушка прорывается в мозг, в центр, где дыхание контролируется. Все, стоп, машина. Забыл, как дышать, и помер. Синяки тут ни при чем. Госпожа подозреваемая, вы свободны. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Мой ласковый и нежный зверь. Вообще-то зоофилия распространена гораздо шире, чем об этом говорят или пишут. А ведь все потому, что говорят об этом те, кто сами подобным не занимаются. Те же, кто страдает этой половой перверсией, о ней молчат. Полное табу. Отсюда почти все сведения о зоофилах случайны. И вот ведь какая интересная закономерность. О зоофилах узнают в первую очередь не психиатры, коим вроде по роду деятельности с таким явлением дело иметь, а врачи-неотложек и ургентные хирурги. Потому как животному трудно объяснить правила поведения, а человеческий организм хрупок, особенно у девушек. Еще одно заблуждение. Считается, что зоофилией страдают в основном мужчины. Это верно лишь с технической точки зрения. Мужчине легче совершить половой контакт с самкой, пусть даже насильно, чем женщине возбудить самца неродственного нам вида. Тут ведь насильно не получится. Но чуден свет, а дела людей, живущих в нем, еще чуднее. Эта история произошла в маленьком гарнизонном госпитале в районе поселка Угулан, что на побережье Охотского моря. Впрочем, близость там относительно. Отчасти до Угулана еще ехать порядочно. Места там малолюдные, и поэтому военным медикам часто приходится оказывать помощь гражданскому населению. И вот в один прекрасный день заезжает во двор госпиталя видавидавший зелок из местного рыбпромхоза. В кузове грузовика набросана соломы, а поверх лежит девушка без сознания. Рядом мать и подруга. Спрашивают, что случилось, мать ничего не знает. Лицо в полнейшей растерянности. Похоже, действительно для нее случившаяся полная неожиданность. Подруга тоже молчит, только от чего-то жмется к стенке. По поджатым губкам и бегающим глазкам создается впечатление, что не все так чисто. Похоже, что-то она все же скрывает. Сняли девушку, положили на каталку, отвезли в приемный покой госпиталя. Там полностью раздели, подошел хирург, терапевт, реаниматолог. И тут замечают, что на простынке, какой была покрыта та каталка, красное пятно. Откуда? Да между ног. Госпиталь малюсенький, нету там в штате гинеколога. Ближайший за 300 верст в Магадане. Придется самим. А гинеколог оказался и не нужен. Кровь из заднего прохода сочилась. Небольшой разрыв на анусе. Пока реаниматолог устанавливал систему для внутривенных вливаний, хирург быстро пальцевое исследование заднего прохода провел и обнаружил там сперму. Эге, вот какое дело. Изнасилованием с извращенным половым актом и причинением тяжких телесных повреждений такое называется. Статья 117, а учитывая возраст потерпевшей, несовершеннолетняя, то еще и 119. Впрочем, выглядит вполне половозрелой. Кто же это мог быть? Беглые зэки? Бичи? Старатели? Залетные гастролеры? Местные рыбаки да охотники на такое не пойдут, нравы с севера строгие. А может, это наши солдаты постарались? Но рассуждать некогда. Похоже, повреждения внутренних органов серьезные. Срочно девушку на стол. Едва догадались стерильными тампонами смазы из заднего прохода и влагалища взять. И на счастье, фельдшер, что у них за лабораторию отвечал, дельный попался. Перед тем, как положить этот материал в пробирки и поставить в холодильник, он тампонами мазнул по стеклышкам для микроскопии. Подписал, что откуда, получились готовые микропрепараты, разве что не прокрашенные. Вот молодчина, здорово помог следствию. Места глухие, следователю придется на вертолете сюда лететь.
Поди знай, когда он явится, а тут еще и погода нелетная. Когда разрезали живот, то сразу по всей операционной завоняло фекалиями. Среди розовых кишок прятались коричневые колбаски. Самая мерзкая находка для хирурга. Без разрыва кишечника такое в брюшную полость не попадет. Причину нашли быстро. Ректальная ампула, самый последний участок прямой кишки, разорвана по длине. Края раны рваные. Явно такое возможно только в одном случае, если в задний проход забить что-то твердое, например, палку. Да, настоящий садизм. Хирурги рассуждают, а их руки тем временем ловко вылавливают вышедшие из разрыва фекальные массы и бросают их в стоящий подле стола тазик на треноге. Вонь так и лезет под маски. Вот, наконец, последний кусок. Подбежавший санитар сразу уносит таз. Воздух в операционной становится чище. Меняются халаты и перчатки, кто-то по-быстрому пошел перемываться. Измазавшись в дерьме, стерильности понятно никакой. Теперь начинается самое сложное. Нет, не ушивание ампулы прямой кишки. Это тоже весьма мудреная процедура, требующая хорошей сноровки, твердых знаний и навыков. Но не от этого разрыва исходит главная опасность. Каловый перитонит или воспаление брюшины, обсемененной микрофлорой фекалий – вот это враг номер один. Вначале заполнили брюшную полость физраствором, прополоскали в нем кишки, потом электроотсосом откачали. Затем залили раствором фурацилина, постарались промыть каждый закуток брюшной полости. Но удалить таким образом бактерии невозможно. Можно только уменьшить их количество, но все равно останутся в брюхе миллиарды кишечных палочек до всяких пептококков. До начала эры антибиотиков каловый перитонит означал смерть. Теперь же есть надежда, правда далеко не стопроцентная. К сожалению, надежда на антибиотики не оправдалась. Разлитой каловый перитонит цвел пышным цветом, не обращая внимания на самые сильные дозы новейших лекарств. Брюшную стенку в таких случаях даже полностью не зашивают. Повторные промывания бактерицидными средами, дренажи и трубки, через которые внутрь брюха подавались растворы и оттекало гнойное содержимое, тоже особого эффекта не имели. Девушка умерла, не приходя в сознание, как раз когда прилетел следователь. Он отправил вертолет назад с телом умершей, 2 пробирочками и теми лабораторными стеклами, что были взяты в первые минуты при поступлении. Понятно, что отправил он это областному судмедэксперту. Вскрытие трупа мало чего дало. Прошло много времени с момента предполагаемого изнасилования, а ушитая рана изменила свои очертания. Можно, конечно, хирургические нитки снять и попробовать восстановить края на момент травмы, но и это почти бесполезно. Лучше воспользоваться описанием самих хирургов. Травмирующий объект должен был быть твердым и, скорее всего, с коническим, но не острым концом. Впрочем, теперь это все гадание. Из сопутствующих повреждений только небольшая ссадинка и синяк на спине. Повреждений в паховой области и на внутренней стороне бедер никаких. Очень странно для столь садистского изнасилования. Об этом и записали в протоколе. Дошло дело до мазков. Покрасили стандартным гематоксилин-эозином. Теперь можно и под микроскоп. Влагалищный мазок пустой. А вот в ректальном точно сперма. Да еще какая. Сперматозоидов навалом. Правда, они чуть-чуть странные. Головка нормального сперматозоида прокрашивается немного неравномерно. Передний конец более светлый, а эти темные. Потом пропорции несколько иные. Опять же, едва заметная разница в соотношении размеров головки и среднего участка. Небольшого утолщения, переходящего в хвост. Но известно же, что около четверти спермиков в обычной сперме здоровых мужиков имеют те или иные дегенеративные признаки или абнормальные формы. Списал судмедэксперт свои догадки на индивидуальные различия конкретного индивида и значения им не придал. А зря. Золотое правило патогистологии: сомневаешься, положи для сравнения рядом контрольный препарат с нормальным образцом и сравни. Нашлось бы еще кое-что интересное, например, разница в размерах. Тем временем следователь вплотную занялся подругой потерпевшей. Кстати, подруг звали Лена и Надя. Лена в морге, а Надя показания дает. Вначале отнекивалась, мол, не знаю ничего,
А потом разрыдалась и рассказала, как дело было. Не было никакого изнасилования. Была странная девичья забава, кончившаяся так неожиданно и страшно. Подруги приезжали в поселок только летом, на каникулах. В остальное время они жили порознь. Лена в Магадане, Надя в Охотске, где учились в профтехучилище и десятилетке-интернате. Были они одногодки, и исполнилось им по 16 лет. Отец Лены работал зоотехником на свинарнике. Несмотря что главным делом поселка было рыболовство, но местный рыбпромхоз имел небольшое подсобное хозяйство, где выращивал мясцо для своих рабочих. Свинарник был маленьким, и по штату, да и то неофициальному, работал там лишь один зоотехник. Летом, когда путина и все в море, в поселке скукота. Вот и пошли девушки помочь отцу на свинарник. А у того ответственный день был, он свиноматок до хряков подпускал. Девчонкам на такое смотреть он не разрешал, но те все равно, что надо, увидели во всех деталях, залезли на чердак да залегли в соломе. Вот и загнал папаша свинку к хряку, тот взгромоздился, но попасть куда надо не может. Отец хватает хряка за детородный орган и сует его по назначению. Истошный визг свиноматки, довольное повизгивание хрячка, дело сделано. Закончив с осеменением, батя достал початую бутылочку беленькой, хлебнул из горлышка за будущий приплод, а потом ушел в поселок. На сегодня ему здесь делать нечего. Девицы долго лежали на соломе в вонючем свинарнике, смачно обсуждая увиденное и возбуждая друг друга рассказами о своих половых связях на большой земле. Потом решили спуститься и самим попробовать провести осеменение. Уж очень им понравился вид трахающихся свиней. Впустили хрюшку к хряку. Картинка повторилась, и опять хряк попасть не может. Тогда Лена набралась смелости, схватила хряка за член и точно так же, как делал ее отец, направила его. От этого прикосновения ее тело аж вздрогнуло от разлившегося возбуждения. Дождавшись конца случки и разогнав свиней по клетухам, девушки пошли в поселок по домам. На полпути Лена сказала, что в торопях забыла на свинарнике часы. Пусть подруга идет одна, а ей надо срочно вернуться. Ведь если их найдет отец, то могут быть лишние вопросы. Логично. Так девушки и расстались. Вечером в дом к Наде постучалась мать Лены. Оказывается, та еще с утра ушла, да так и не появлялась. Наде что-то подсказало, что поиски надо начинать со свинарника. Но в свинарнике Лены тоже не оказалось. Правда, самый стройный и молоденький хрячок свободно разгуливал меж клетухов, а дверка в его загончике оказалась настежь открытой. На сетке, огораживающей клетух, висела Ленкина кофта, а на столике, где ее отец-зоотехник вел журнал по уходу за своим свинским хозяйством, лежали трусики и колготки. Лену нашли у ручья за свинарником. Та лежала у воды без сознания. Мать осталась с дочерью, а Надя побежала в промхоз за машиной. Девушку отвезли в госпиталь, а дальше товарищ следователь и сам все знает. На вопрос, кто же изнасиловал Лену, Надя отвечает просто: вот тот хряк и изнасиловал. Рассмеялся следователь с такой версией. Свиньи людей не насилуют. Кусают, грызут, даже бывало полностью съедают, но не насилуют. Вариант отпадает, как полностью бредовый. Но, как бы там ни было, за неимением никаких улик и других подозреваемых, надо эту бредятину отмести научно. Следак звонит судмедэксперту и задает ему глупый, казалось бы, вопрос. «Слушай, док, а случаи женской зоофилии со свиньями в науке описаны?» Оказывается, описаны, пусть как и казуистика. Причем и исходы такого сожительства известны. Очень часто подобные амурные дела заканчиваются серьезной травмой, в основном от копыт животного. Свинья в 3 раза тяжелее и намного сильнее человека. Но встречается и более специфическая травма – промежностные разрывы. Дело в том, что член у сус скрофа, кабан на латыни, закручен на манер штопора, а головка заострена. Кроме кавернозных тел и спонгиозных хрящей, в физиологии спаривания свиней большую роль играют специальные мышцы по бокам пениса. С одной стороны, чаще всего справа, они гораздо сильнее развиты, чем с другой. Поэтому во время полового акта кабаний член действительно подобен штопору. Он с силой вкручивается в свиноматку, словно гигантский шуруп. Да и топографическая анатомия Homo isuidea, людей и свиней на латыни,
Довольно разное. Если представить себе женщину в роли свиноматки, то очень вероятно, что такое оружие попадет чуть выше, в женский задний проход, и тогда разрыв прямой кишки гарантирован. Ну что ж, оказывается, версия не так уж и глупа, как казалось ранее. Дело за малым – проверить серологическим методом, а чья же сперма. Антигены не врут. К великому изумлению Ленкиных родственников и вообще всех, кто ее знал, дело о садистском изнасиловании со смертельным исходом было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Ее смерть, пусть редкий, но несчастный случай при совершении полового акта по обоюдному согласию. Иммунология подтвердила, сперма оказалась свиной. А вот как там уж дело обстояло, в смысле какие ласки да какие позы, остается только гадать. Сливное отверстие. В продолжение темы о молодых забавах, кончающихся промежностной травмой со смертельным исходом, правда без сексуального мотива, можно рассказать и этот случай. Где-то на Охте, недалеко от знаменитого металлического завода, стояла старая водонапорная башня. Находилась она в стороне от заводских корпусов, и проход к ней был относительно свободный. Огораживал ее лишь невысокий забор с дыркой. Видать, эта водонапорная башня была какого-то допотопного проекта. Вместо герметичной емкости в ней на 15-метровой высоте находился обложенный старинным кафелем резервуар по типу крытого бассейна. Не очень большой, в диаметре метров 5, а глубиной метра 1,5. Сбоку в этот бассейн шла труба для подачи воды, а в его днище находилось сливное отверстие. Недалеко от этой башни работали солдаты-стройбатовцы. У солдат-работяг есть одна беда – банный день раз в неделю, а грязь на работе каждый день. И вот деды из того стройбата, разведав такое дело, повадились лазить в эту башню и, наплевав на всякие гигиенические правила по охране водоисточников общего пользования, купаться там. Никто их не ловил, да, похоже, никто и не догадывался об их шалостях. И вот один раз туда залезли 3 старослужащих, а воды почти нет, может на донышке, по колено. И виден в центре бака водоворот, это в сливную трубу так быстро вода вытекает. С боковой трубы напор бьет, но, похоже, не поспевает за убылью. Прямо школьная задачка, сколько втекает, а сколько вытекает. Посчитайте, когда башня окажется пустой. Тут одного солдатика гениальная идея посетила. А что, если эту дырку задницей закрыть? Просто взять и сесть на нее. Небось, подобное каждый делал в своей ванне. Затыкал сливное отверстие пяткой, а то и попкой. Тут вся разница, что диаметр побольше. Пяткой не получится, а вот 5-й точкой в самый раз. Пока вода будет только прибывать, 2 купаются, а 1 на дырке сидит, водяной уровень обеспечивает. Идея бойцам понравилась. Решили, чья очередь первым на дырку садиться, скинули сапоги, ХБ-галифе и айда в воду. Только одного воины не учли – высоты гидростатического столба. В ванне он сантиметров 20-40, если считать от пробки до стояка. В водонапорной башне, соответственно, равен ее высоте. Вода в вертикальной трубе, если пустить ее самотеком, а верхний конец закрыть, может дать максимальный столб всего около 10 метров. Ее вес под силой тяжести создаст вверху полный вакуум. Именно так и случилось. Только сел солдатик на дырку, как заорал от нечеловеческой боли. Так его присосало, что самому ни за что не встать. Лицо внезапно побледнело, и крик перешел в самый настоящий пыточный визг. Вмиг подскочили товарищи, попытались за руки оторвать дружка от дырки. Бесполезно. Намертво засел. В этот миг солдат потерял сознание. Нечеловеческие крики привлекли внимание сослуживцев, работавших неподалеку. 3 солдат поднялись в башню, на всякий случай прихватив с собой ломы и молотки. Кто его знает, кто и что там с их товарищем делает. Быстро поняв, в чем дело, они крикнули оставшимся внизу людям, чтоб те срочно звонили в скорую, а сами прямо в форме спрыгнули в воду и, подсунув ломы под зад незадачливого деда, наконец отодрали его от присоски. Вода вокруг бойца на миг пошла розовыми клубами, а потом это облачко с шумом устремилось в сливное отверстие. Когда молодого человека спускали с башни, это была ужасная картина.
Его промежность полностью разорвала вакуумом, и оттуда болтались петли посиневшего кишечника, высосанного из брюшной полости через вывернутую прямую кишку. Темно-фиолетовые, опухшие до неимоверных размеров гениталии и контрастом к ним желтоватый лоскуток лопнувшего мочевого пузыря дополняли картину. Подоспела академическая неотложка. Под синей мигалкой и с музыкой, так на своем жаргоне неотложные врачи называют сирену, повезли солдатика в клинику военно-полевой хирургии. Хоть это и недалеко, но врач скорой успел поставить капельницу и начать инфузионную терапию. Кровяное давление было низким и требовалось безотлагательное внутривенное вливание больших доз растворов. К сожалению, и усилия врачей-неотложников, и все старания бригады хирургов оказались тщетными. Солдатика убила не сама эвентрация, то есть наружное выпадение кишечника, а массивное внутреннее кровотечение. Дело в том, что гигантская вакуумная присоска сильно сдвинула петли кишечника, оборвав брыжейку, пленку, которая удерживает кишечные петли и питает их. В брыжейке идут крупные кровеносные сосуды. Именно их разрыв и привел к смерти. При достаточной экзотичности данная травма все же не так уж и редка. Когда я был мальчишкой, в моих родных местах на юге Ставропольского края произошел похожий случай и тоже со смертельным исходом. Там парнишка-семиклассник прикоснулся правым боком к 10-сантиметровой трубе, что сливала самотеком воду из прутка в Кубань. Причем труба эта выходила буквально к поверхности того лягушатника и выглядела абсолютно безопасной. Но, видать, в ней было достаточно воды, и перепад уровней пруд-река позволил там создать вакуум. Вокруг купалась одна ребятня, и паренька долго не могли отодрать. Он так и умер присосанным. Смерть произошла от травмы печени и сильнейшего внутреннего кровотечения. Но чаще всего подобное случается в США, особенно в южных городах на холмистой местности типа Лос-Анджелеса или Сан-Диего. Там главными присосками служат сливные трубы домашних бассейнов, которые так любят американцы. Реже в этой функции выступают вводные трубы насосов для принудительной циркуляции кристально-голубой влаги в этих чашках на сотни кубов. Оказавшись присосанными, люди чаще просто тонут, но случаются и травмы. Самый запоминающийся случай подобного повреждения описан в медицинском журнале Lancet. Там после насосно-присасывающей травмы в области пупка ребенку удалили более трети кишечника, но жизнь умудрились спасти.